Всем привет! Давай знакомиться. Меня зовут Виктор, мне 39 лет и я живу в Германии уже почти 5 лет. Я родился в северном Казахстане, но через 10 лет моя семья переехала жить в Россию. Там я встретил свою будущую жену, мы сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге и скоро у нас родилась дочка. Но потом мы решили переехать жить в Германию. Почти 4 года назад у нас родился сын, и теперь мы счастливые родители двух чудесных и удивительных детей. 2 года назад я нашел свою первую работу в Германии и теперь работаю в частной железнодорожной компании. На работу я добираюсь или на своем скромном гравийнике, или на неплохом электровелосипеде, или немного реже на нашей хорошей семейной машине. Все просто замечательно, все именно так, как мы с супругой планировали. Но иногда я задаю себе разные вопросы. А правильно ли мы поступили, и свободны ли мы теперь по-настоящему? Да и как вообще выглядит эта настоящая свобода? В следующих видео я хочу порассуждать на следующие темы. Свобода выбора места жизни. Важнейшие факторы при выборе места жизни. Свобода выбора места работы. Свобода сбора информации и принятия решений. Свобода совершения покупок. Свобода выбора семейной и личной жизни. Но сейчас еще немного обо мне и поподробнее об этом канале. Хочу совсем немного прокатиться на гравийном велосипеде по району. Поехали вместе? Давай знакомиться дальше. Сразу хочу предупредить, что я не велофанат и не велоспортсмен. Я не проезжаю по 100-200 км в день с довольной улыбкой на лице и не повторяю без конца. Как же это хорошо и здорово. Как же легко на самом-то деле начать. И что уж дальше-то вообще все пойдет по накатанной. И что только это сделало меня наконец-то по-настоящему счастливым и свободным. Жить на велосипеде и в палатке в перерывах. Я не буду рассказывать, как надо правильно питаться во время поездок, чтобы к вечеру не умереть прямо на велосипеде от усталости. Я не буду пытаться научить кого-то жить правильно. Я не буду докучать нравоучениями о вреде алкоголя и табакокурения. Я обычный железнодорожник в обычной немецкой ЖД-фирме. Я просто каждый день езжу на работу и не оставляю в покое одной мысли. Уже завтра стать немножечко лучше себя вчерашнего. Хотя бы немножко. Вы же знаете самого могучего русского супергероя Завтрамен. Завтрамен. Он спасет весь мир. Но завтра. Поэтому русского человека уже можно поблагодарить просто за его благие намерения. Езжу я, кстати, стабильно пару дней в неделю на электровелосипеде и по 1-2 дня на машине и на гравийнике. На последнем, к слову, скорее не поездка на работу, а полноценная тренировка, как на велотренажере. Поэтому решиться на нее иногда, а если точнее, всегда, очень сложно. Единственное необычное, что я в себе нахожу, это те вопросы, которые задаю сам себе, и та решительность, с которой я принимаю новые решения по результатам размышлений. Иногда я задаю эти вопросы некоторым окружающим, но лишь близким мне людям, которым я доверяю, которые готовы меня слушать и, возможно, даже немного дискутировать. Я рад, если этот человек не боится задавать свои ответные вопросы и получать на них нестандартные ответы. Я люблю спорить и отстаивать свое мнение, что некоторых может немного озадачить и смутить. Но я также готов услышать совершенно другую точку зрения, с которой я, вероятно, буду в корне не согласен. Но тем не менее, я готов слушать и уважать это мнение и того человека, который порой непреклонно ее отстаивает и следует своим убеждениям. Конечно же, я больше не буду приставать к нему снова с этими разговорами в будущем, если увижу непоколебимость его взглядов. Но все-таки особенно счастливым меня делают дискуссии с людьми, которые способны даже после самого жаркого и громкого спора изменить свое изначальное мнение. Ну или хотя бы признать, что они узнали что-то совершенно новое, о чем они никогда не задумывались ранее, что на самом деле бывает как-то иначе, и об этом, как минимум, стоит как следует поразмыслить. Во время своих следующих поездок я хотел бы обсудить некоторые интересные темы, которые упоминал ранее. Ты можешь запросто прокатиться со мной и послушать мои размышления. Ты можешь поделиться со мной своими мыслями. Ты можешь быть со мной не согласен.
Ты имеешь полное право на совершенно другое мнение, ведь все мы свободные люди. До новых поездок. Удачи!